Турту-турту. Йоу! Всем привет! Ребят, всем привет! Наконец-то вы меня дождались. Да, сумасшедший мультик сегодня опять. Но сегодня я прям уже включила сам мультик, чтобы вы посмотрели, побалдели. Чтобы не только я веселилась при просмотре этого мультика. Это, кстати, очень старый, я не знаю, блин, там, каких лохматых годов мультик, но, короче, он прикольный, мне нравится. Да, сегодня не забыла включить микрофон, а еще кое-что сегодня настроила. Короче, ребята, я сегодня не такая припизнутая, как вчера. Сегодня более такая спокойная, уравновешенная. Вчера я все из себя выговорила, по всей видимости. Значит, усаживайтесь и устраивайтесь поудобнее. У меня, знаете, кстати, что? Я сейчас успела только высушить голову, и то вот не до конца, да, сделала себе кофе. Думала, мы же с вами не видели, ну, вернее, вы на фотографиях видели ушки зайчиков? Но на стриме мы с ними как бы не сидели, поэтому да, санитаров не зря вызывали, и все не зря. У меня моя коробочка, она, смотрите, какая большая. В этой коробке вся моя атрибутика, как бы это ни звучало, но не та самая. Не надо мне тут сейчас понапридумывайте, понавыдумывайте. Коньяк в мартышку, да, налила, но сегодня со мной будет обниматься акула. Акуленок туруруруру, акуленок туруруруру, акуленок туруруруру, я малыш. Вызывайте санитаров, пока не поздно. Ну хотя бы я сегодня хотя бы не тараторю как сумасшедшая, да, вроде как бы говор более-менее адекватный. Да? Я подрубила вам мультик. Я же подрубила вам. Так что не надо мне тут вот это все. У меня, кстати, есть классные очки. Как я вам? Йоу. Они большеватые немножко на меня. Сейчас мы все будем с вами мерить, одевать, и вы скажете, что я вообще прекрасна и волшебна. Ушки.
зайкинские ушки. Сейчас у Кати будут ушки на макушке. А я сделала вот так. Вот так вот вам всем. Я очень рада сегодня вас всех лицезреть. Хвостик запалю. А хвостик? А где хвостик? Где-то хвостик. Вот мои ушки. Вот они, мои ушки. А хвост? Вон какой хвост огромный. Он на завязочках. Но я его... Что, на лоб, что ли, себе прилепить? У него есть тут это... булавочка. Чтобы ее к одежде прицеплять. Если сейчас единственное могу что сделать, это к шортам прицепить, встать, и вы такие: о, у нас сегодня стрим ведет зайка. И я такая: о, да, и поскакала морковку грызть. Да? Я буду параллельно рассказывать. Понятное дело, что вот вы видите, да, ничего тут не поменялось у меня. Значит, той идеей, о которой я, значит, вчера думала, ее надо будет немножко по-другому реализовывать. Потому что я сегодня, когда сидела, думала, если у меня будет огромный фон где-то там сзади, да, какая-то огромная доска, куда я ее потом буду убирать? Потому что это ладно, когда я на выходных дома. И то, если я вдруг уезжаю, то у меня есть собака, которая это все дело потом нямк и съест. И все. И я поняла, что надо что-то другое придумывать, что-то другое делать. А в противном случае это все дело собака либо уронит, либо сгрызет. Короче, вот так. Ролевые игры начались. О, да. Так вот, что еще? Я сегодня думала, и не только думала, и делала. Значит, я хотела... планировала сегодня песенки попеть, да, но уже без инструментов, уже без гитары, уже просто под минуса хороший, качественный. И, кстати, как вам сегодня мой мейк? Мне кажется, я сегодня вообще прекрасна просто. Почему я не вижу комментарий, как я прекрасна, а? Выпрашиваю. Вот. Новый поворот, и мотор ревет. Смотрела программулины, короче, ничего толком не могу найти с программулинами. Выровняла. У меня рассинхрон немножко шел с аудио, которое подается с компа, и то, что с микрофона идет. И я, короче, с этим разобралась, это сделала, починила, все теперь нормально. И, значит, потом, что я еще делала? Думаю, давай-ка посижу, поищу какой-нибудь плагин на обработку голоса, потому что такое себе. Когда под гитарку я балякаю, еще более-менее, а вот под минус балякаю, я, конечно же, это все дело попроверяла, потестировала, как это звучит. Такое себе. Я придираюсь. Я придираюсь к звучанию своего голоса. Мне вообще мой голос не нравится, вот если честно. Не знаю почему, мне кажется, что он какой-то прям... И, значит... Я хотела найти какой-нибудь хороший плагин, который там добавляет всякие там реверберации, там эхо, всякую вот эту вот дичь, которая будет немножко сглаживать все недочеты моего голоса. Значит, нашла, скачала демку одного плагина. Думаю, демка, ничего, попробуем, потыкаем. Вроде ничего, вроде прикольно, получается, что-то там настроила, мне даже нравится, больше, чем мой голос нравится, в разы круче звучит, но он, короче, отваливается. Я думаю, да, перед ремонтом учить штукатурить. Что, сильно видно на лице штукатурку? А вроде не сильно много штукатурки у меня на лице. А штукатурить я умею, шпаклевать умею. И вообще вот в этом вот везде, вот это все, что на стенах, вот нашпаклевано и там намазано, это все делалось вот этими вот ручками и на потолке в том числе. Я там с горем пополам туда доставала, у меня там аж ножки тряслись. Да, если рот не открывать, то вообще вот так вот голос. Мне кажется, когда кажется, надо это креститься. И, значит, я думаю потом. Вариант следующий. Когда я буду
петь песенку, я, значит, переподрубаю этот плагин, все нормально, мы отпели, я его вырубаю, потому что когда просто так с ним разговаривать, ну вот эта вот реверберация, она нафиг не нужна, да? И я давай что-то сидеть, тестировать. Отключаю его, подключаю, отключаю, подключаю. И у меня просто потом все, микрофон, все, он сказал, вот так вот он мне сказал, и все. И мне пришлось вообще тупо перезапускать OBS-ку. Я думаю, ну да, на стриме вот с такой фигней я столкнусь, и что мне? Переподрубать OBS-ку. Ребят, сорян, сейчас я перезагружу OBS, да, при этом все у нас падает, и до свидания стрим. И Катя такая счастливая перезапускается. Ага, вообще огонь. Смывать? Нет, у меня даже губки не накрашены-то особо. Вы что? Какая штукатурка? Если я умоюсь, и вы скажете, фу, ты кто такая? Ты не она. Иди верни, обратно все намазюкай. Нет, я только тут чуть-чуть там. Вот эти подростковые прыщики мои, все такое. А что вы еще у меня не видели? А вы еще знаете, что не видели, что у меня есть? А не покажу. Вообще не покажу, что у меня есть. Эти очки вы видели. У меня есть, знаете, старые очки, там, 80-х годов. Что они вообще классные, мега крутые. Я прям, ля какая, да? Огонь. Но с ними надо поработать, их надо немножко отреставрировать, их жизнь потрепала, им уже очень-очень много лет. А еще у меня, знаете, какие очки есть? У меня много очок, очень много очок. А? На 2 передних зуба, 2 подушечки орбиты. Слушай, я очень давно не жевала жвачку, уже прям безумно давно. Но когда-то в детстве мы так прикалывались. А рога единорога нет. Вот подаришь рог единорога, тогда будет. Тонкие. Такие. Затемненными линзами. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. В очечек на рокершу похоже. А я так-то, вот если вот... откинуть все моменты и нюансы, родом из рок-индустрии. И сегодня у нас с вами на стрим заготовлены песенки именно рок. Как-то вот так. Сейчас я напялю на себя все, браслетик одену. У меня в юности был браслет с шипами. О, боги, это было шикарное время. У меня были драные штаны, на штанах были цепи, все в булавках, штаны были изрисованы, там была нарисована голая тёлка с гитарой, и я так щеголяла по городу. Хорошо, что город был маленький. И... О, какие у меня есть очки. Но я их не одеваю, знаете почему? Потому что они мне большие. Вон какие прикольные очечи у меня есть. Когда-нибудь, может быть, если я растолстею, у меня будет вот такая вот голова круглая очень, то я их одену. Все, еще одни очки. Но эти не фонтан, да, очечи? Самый топчик это вот эти очечи. Все. Вот в этих я прям вообще модница. Бесит, да, отблик? Ну и ладно. В трусах прохладно. Шипы наружу были. Всегда наружу. Так, ладно. Побалдели чуть-чуть. Я нарядилась, в что хотела. Я сегодня буду зайка. Все, вот это я все дело убираю. Хвостик тоже надо убрать. Не буду же я хвостик напяливать, да? Волчьи ушки вы видели, лисиные ушки вы видели, а зайкины еще не видели. Поэтому все, я зайка. И не спорьте со мной. Я так хочу. Как это говорится там? Я художник, я так вижу. Значит, ребята, сейчас вот это сюда подвинем. На сегодня у нас с вами реально заготовлены рокерские замашки, песенки. Мои любимые. Значит, если вы вдруг что-то захотите, то вы можете попросить. Если это что-то такое несложное, и я смогу найти хороший минус под это, то мы обязательно исполним. И это будет не караоке, там не вот это всякая дичь, это просто будут минуса. Поэтому я могу где-то попадать, где-то не попадать, там в ритм, в момент, потому что, не все помнит моя голова.
некоторые моменты уже забываются. И я вообще не поняла, где там народ сегодня, чё к чему, чё вас так мало? А еще самый вопрос, который меня сегодня тревожит. Чё там, Олежа, твой новоиспеченный комплюхтер? Ты смог уж с ним совладать, нет? Все получилось? Всем привет! Привет, Влад, привет! Здравствуй! С субботой тебя! Как дела? Рассказывай, доставай, показывай. Опять что-то рифмы какие-то пошли? Не, ребят, точно, санитаров зовите, иначе это будет все, жизнь, боль. Значит, у нас сегодня будет король и шут. Да-да, король и шут будем. Вы в пабге сидите. Тебя убили. Вот ты смотришь. Слушай, я 300 лет в пубжик не играла. Мне говорят, зайди, поиграй, зайди, поиграй, зайди, поиграй. А у меня что-то как это переклинило еще в 19 году. Я как перестала в него играть и больше не заходила, не играла. Там, говорят, вроде и боты какие-то появились, еще что-то там, какая-то фигня. Да, PUBG бесплатный уже? Офигеть. Слушай, а когда-то он стоил, по-моему, что-то там порядка 1000 рублей. Когда в 19 году у нас еще все вот эти вот игрульки начинались, что-то, по-моему, где-то так и было. Гражданская оборона, брат Любер. Слушай, такую не могу. Я такую не слышала даже ни разу. Ввели плюс. Типа, понятно. А там как, его покупаешь или типа там наигрывать можешь, если там ты что-то определенно наиграл, и тебе этот премиум дают? Корявые. Драйвера потянула. Слушай, ну, десятка, какой бы она типа ни была, что я самостоятельная личность, я драйвера сама подтягиваю, я вся такая умница, я ищу подходящие фигушки. Нифига она там не ищет нужное, и постоянно надо все ей подпихивать и подсовывать, потому что она может что-нибудь не то скачать, и потом все просто рыгалово, а не компьютер, который хочется в окно выкинуть, открыть вот так вот, и просто пух! Мне иногда на работе, когда мне комп приносит что-нибудь сделать, там то 7 поставить, то там еще что-нибудь, и иногда реально хочется вот с 3-го этажа со своего окна вот так открыть и просто до свидания. А еще вот в последнее время компы, да, собирают, которые там уже вот просто тупо проц не поддерживает 7. Нам ставьте 7. Вот Димка сидел, что-то ковырялся, мудохался. 7 поставил, ничего не можешь, ни одни драйвера подтянуть, вообще нифига. Сама винда на него ругается. Что-то там обновление на него ругается. Все, короче, на него ругается, он такой сидит. Этот процессор не поддерживает 7. А мы на работе, мы такие молодцы, мы еще 7 ставим. У нас даже на некоторых компах XP стоит до сих пор. Это вообще какой-то кошмар. 10 лет люди работают, 10 лет на этой операционке работают. На какие-то проблемы подходишь к их компу и просто... что? Ты на кнопку тык и сидишь минуту ждешь. Когда она там раздуплится. Десятка как девушка. Да, Лежа, мы такие. С нами надо очень нежно и заботливо. Ловец снов, мой кошмар отпугивать. Слушай, я не знаю. Мне на самом деле не так часто сны снятся. Ну, может быть, они и снятся, но я забываю, не успеваю запомнить, что мне приснилось. Но тут не так давно мне такой не очень хороший сон снился. Но это переживания больше как бы снятся. Если так-то, в принципе, бегаю по радуге, собираю траву, все такое, все как надо. Блуднео, привет. Офис-музей, с одной стороны, прошлое, с другой стороны, начинается настоящее. Да-да-да. Да-да. Так, все, хватит вот это вот обсуждать, как там девушки и все такое. Давайте что-нибудь попробуем споем. Еще я сегодня думала Сплин. Знаете, песенка Сплина «Романс»? И лампа не горит, и врут календари. И если ты давно хотела что-то мне сказать, то говори. Вот
вот эта песенка. Сейчас будет, знаете, как это... как это правильно называется? Типа, сегодня... в этой серии будет. И вот эти вот... Та-та-ра-та-ра-та. И потом... Ты-ты-ты-ты. Вот эту песенку, кусочек с этой песенки, кусочек с этой. И все. Потом мотай куда хочешь. Все. Сумасшествие пришло. Кошмары снятся, если мерзну. Греться надо ночью. Слушай, на меня иногда приходит Скайка и на голову жопы своей садится. Я думаю, она меня греет хорошо. Тем самым. Что будет через 1000 лет тебе снится? Даже через больше, через 1 000 000 лет? Все человечество видоизменится и будет жить под водой, а по планете будет бегать огромная волна 10 километров высоты. Офигеть. Мы будем все люди-амфибии, да? А еще знаете, какие песенки я... Ну, не песенки, а минусовки нашла? Моей любимой группы, вернее, моей молодости, любимая группа «Трактор Боулинг». У нас, когда была своя группа, когда мы рок пели, значит, я очень часто их слушала, и где-то мне хотелось даже быть чем-то похожим. Ну, понятное дело, что мы там совсем мелкие были, козявки. И мы единственное, чем могли бы быть похожими, это только тем, что мы тоже люди. Вот так вот. Неожиданно и приятно. Будем петь лесника. Да? Хватит сидеть, а то вы что-то ничего такого особо не просите у меня. Я сама буду выбирать. Надо перенести мне еще себе сюда слова. Я же человек, не все помню. Я буду танцевать, не знаю, как вы. Можете вместе со мной петь, если захотите. Замученный дорогой я выбился из сил, и в доме лесника я... Вот, замученный дорогой я выбился из сил, и в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушный старик меня впустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Множество историй, коли желаешь, расскажу, коли желаешь, расскажу, коли желаешь, расскажу. Лесник сидел напротив, болтал о том о сём, что нет среди животных у старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Множество историй, коли желаешь, расскажу, коли желаешь, расскажу, коли желаешь, расскажу. Конечно, если бы это было прям караоке, такой типа, о, сейчас вступление. И я такая, оп, не обосралась. И волки среди ночи... Не, среди ночи. Ничего волки не хотели среди ночи. И никто среди ночи ничего не хотел. Катя просто хотела попеть. Но почему-то сейчас вот это вот не куплет. У этого минуса сейчас припев. Мы просто будем играть на гитаре. А это уже просто концовка. Отличный минус я нашла. Но мне начало понравилось. Понятно, что я его весь не слушала. Ну и ладно. Все. Я не знаю, как это звучит все. Я не знаю, как слышно, нормально, ненормально, но
Слава, да, яйцам пошёт. Сегодня я более-менее адекватная, да. У меня просто очень тяжелая неделя была, прям очень нервная. И кто меня знает, то да, вот такого состояния я получаюсь, когда у меня прям такой дикий нервяк. Я прям вообще сумасшедшая. И мне это куда-то девать надо, все из себя. Иначе это потом может немножко в депрессию вылиться, а депрессии нам с вами не нужны, поэтому нафиг надо это все такое. Все, панове, вся фигня, давай, панове, широкую на широкую, да? Волки среди ночи зайца жрали под окном? Ну нет. Нет, давай не надо. А ты сейчас волки придут и меня съедят. Я же зайка. Они скажут, какая вкусная зайка сидит. Надо ее скушать. А я, нет, пожалуйста, не ешьте меня. Как колобок буду. Не ешь меня, я тебе песенку спою. А на самом деле не спою. Из Короля и Шута еще можно этого, знаете куклу колдуна? Вот прикольная песенка. Но там, короче, тоже... Зайцы вкусные? Ну, зайцы вкусные, я согласна. Но для меня и моей психики заяц вкусный тогда, когда я не вижу, как его разделывали. Если вдруг я вижу, как разделывали зайца, все, я умываю руки. Я не ем мясо. Некоторое время, пока у меня душевные мои тревоги, переживания и терзания не улягутся. Я помню, я не знаю, я рассказывала или не рассказывала, как-то ездила в деревню к родственникам, и на правом полном ухе кто-то сидит, паучок. Мой маленький паучок, который всегда живет в тех маленьких ушках, он сегодня вот в этих ушках, они же все вместе там лежат. Ну, короче, в деревню поехали, да, погостить. И там надо было зарезать барашка. Ну и мне такие, типа, ну, надо там воды принести, там ведро с водой, там еще что-то. Боги, я несу ведро с водой, открываю калитку, и просто передо мной картина. Барашку держит вот так вот, значит, голову и ножом по горлу. И все, и приехали. У меня вот так вот капали слезы, капали, целую кучу накапали. Я забилась в уголок, чтобы никто не уволок. И ревела 10 дней. Не ела мясо потом очень долго. Прям очень долго. Я не помню, больше года, наверное, я мясо не ела. А потом еще раз было. Мы были в гостях в деревне. Надо было заколоть свинюшку. Маленькая свинюшка, значит, ну понятно, кто знает, кто видел вот это все дело, под лопатку свинюшки ножик втыкают, и, значит, из нее кровка вся вытекает, и вкусно потом всем, да? Ее шмалить, там вот эти вот ароматы ванили, шкура копченая вот это вот. И, значит, я стою, меня снарядили, одели. Я говорю, не надо, можно я не пойду на улицу? Я не хочу смотреть, как свинью режут. Не хочу, мне это не интересно, не надо. Я сырое мясо там жрать не буду, там свинью тоже не буду разделывать, шмалить ее тоже не буду. Ну нет, меня заставили. Значит, нарядили меня, зима была, меня вот так еще завязали в этот платочек. Стою я. Свинюшка эта с ножиком под лопаткой стоит, хрюкает, поплакивает. И вместе со свинюшкой я стою, поплакиваю, потом пошла домой. Все, извините, до свидания. Но не мое это, ни разу не мое. Я птицу, когда вижу, как общипывают, я тоже ее не буду кушать. Когда я вижу, что вот животное там, ну, мучилось, ему больно делали, то почему-то у меня как-то все, блок. Если я не видела, как это дело убивали, то я это поем. Зайцев разделывают, да, очень просто. Я видела, у меня же папа охотник и рыболов. И просто вот это вот, он зайца подвязывает вот так за лапки в проходе у этой, ну там, господи, кочегарка у нас, и вот так вот шкуру просто. У меня сестра старшая, она спокойно к этому относится. Дичь спокойно вообще общипывает, разделывает. Зайцев тоже спокойно все это дело разделывает. А у меня прям вот
душа такая нежная. Вот такая вот я, да-да-да. Соседская свинья достала, ты бы ее ногами забил? Кошмар. Нет, тебе только кажется, что ты бы ее запинал. Она бы тебе ответила. Потом бы пришли свинята другие и отомстили бы тебе. Они бы тебя все вообще порешали бы тебя просто. Угу. Так бы и было. Я тебе прям отвечаю, так бы и было. Так, ребята, у меня такой вопрос. В режиме онлайн здесь и сейчас сколько вас в чате? Просто ставьте плюсик, кто в чате, либо буковку «Я». Мне просто интересно. Мне интересно проверить сейчас одну фишку ютубовскую. Вот она меня прям бесит, эта фишка. Возможно, никого и нету, да, и поэтому вот так вот оно и показывает. Я эмпат, чувствую боль других, и мне их жалко. Все весы такие. Слушай, ну может быть. Я не знаю. Ну то, что я добрый человек, это есть такое. Это, да, это во мне есть. Вот, да, сейчас смотрят 2, и это меня удивляет. Я безумно, как-то у меня прям в голове не укладывается. Это какой-то бред. Вот только что Хантер отправил сообщение. Влад, Олег. Кто-то еще там есть? Я не знаю. Алло, живые есть или нет? Я не пойму, как это работает. Почему? Это дичь какая-то. Как это работает? У меня иногда, знаете, мы отведем трансляцию, все там, или поиграем, или попоем, или еще что-то. Я вырубаю, она мне показывает одну стату. Потом, спустя там день, когда видео обработается, она мне херакс и другую стату показывает. Я не пойму, как это работает. Surprise room, hi. Hello. Слишком много игр от Amanita Design. Amanita Design my favorite. Мои фавориты. Я все игрушки же Аманиты прошла, алло. Все же игрушки. Вот непонятно, да, Хантер, на самом деле какая-то дичь. Что попало творится? У меня после того, как монетка подрублена была на пряничке, то вообще что-то как-то все печально стало. И знаете, тоже на самом деле, что меня печалит, это как бы то на трансляциях было там человек, ну, понятно, это тоже мало, да, человек 15 там. То сейчас мы выше 10 не поднимаемся. Что вообще приключилось? Почему это происходит? Я вообще в душе не чаю. И самое, что как бы поразительное, это новой публики не так уж и много. То есть, понятно, где-то может быть там превьюшка неинтересная, что не кликабельная, да, на нее не хотят тыкнуть там, зайти посмотреть, что там за барышня. Но когда ты тыкаешь там сейчас в прямом эфире, да, ну блин, тебе что, не интересно, что там, кто поет, болтает, что за фигня? Иногда сижу на работе, что-нибудь все протыкаю, посмотрю, кто там, ну, когда время есть. Кто там что сидит, делает, кто играет, кто, блин, пердит в микрофон за донат, кто еще что делает. Кстати, вы же слышали, да, про эту фишку? На Твиче девчонки сидели. Ну, как сидели? Они лежали, микрофон на жопе, им донат кидают, пердит за донат. Огонь вообще тема, да? Ну, их быстренько забанили, по-моему, там на следующий день их забанили. У меня еще, знаете, какая фигня была не так давно? На пряничке, именно на пряничке эту дичь заметила. Резко, ни с того, ни с сего. Непонятно, непонятно какая. Откуда это все? Просто там буквально что-то около 1000 просмотров на 2 роликах. За день. Я так, что за фигня? Потом херакс, они списались. Чё вообще за дичь? Почему? Что происходит? Как вообще? Некоторые моменты не поддаются вообще уму-разуму. Ну да ладно. Чё, может, споем что-нибудь, а?
YouTube ведет геноцид русских стримеров и блогеров. Слушай, я не знаю, но на самом деле очень уже много всяких стримеров, блогеров, всех подряд. У народа просто, может быть, реально с этой пандемией там или с этими трендами, там, быть топ-тиктокером там или еще что-нибудь. Просто все помешались на этой дичи и не знаю, что, не знаю, что. Все, ничего хорошего это не сулит. По итогу с этими интернетами просто тупо мы лишаемся живого общения. Я не знаю, там, я раньше хотя бы, нет, я лишаюсь живого общения из-за того, что я очень далеко живу. Мне не хочется на выходных ездить в город особо. Если раньше, когда я в городе жила, там у меня было на выходных, я могла куда-нибудь сходить, там, после работы, могла куда-нибудь сходить, там, с девчонками, в театр ходили, там, в кафе кофе попить. Сейчас я не помню, когда я последний раз была в кафе. Перед Новым годом я делала вот на заказ эти скрабики и заходила с девчонкой, мы кофе попили, вот. Но это было там 10 минут просто. Привет, как дела? Да, все нормально. А у тебя когда все нормально? Ну все, пока, побежали. Все так это было. А чтобы нормально посидеть, там часа 2, побалдеть, поболтать, зажили-были поговорить. Капец, давно такого не было. Это старость? Я не знаю. Ой, добрый вечер, Валентина. Здравствуй, как твои дела? Рассказывай. Что у тебя хорошего, что интересного? Лень жопу подымать. Олежа, ну что ж ты такая ленивая жопка? Ну мне, блин, ты знаешь, вот мне вроде не так уж и далеко в город ехать, 20 километров. Ну блин. Это же, считай, ты доехал все равно там где-то у меня проселковая дорога, где-то трасса, где-то там еще что-то. Пока до города доехала, по городу пробки собрала, потом обратно. То есть час туда, час обратно, там 2-3 часа там. Все, у тебя просто тупо ты день съел. И это печально все. А почему плохо? Что случилось? Что за безобразие? А? Почему все плохо? Ну-ка. Давай-ка поподробнее. Сейчас разберемся во всех твоих проблемах. А я пока подумаю, о чем мы будем петь. О, я знаю, что мы будем петь. Мы будем Странника петь. Я сейчас его себе перенесу сюда, сразу подготовлю все, а потом просто сделаю, типа, начать воспроизведение, и начнется. Да ты ж мое солнышко, я заболел, девушка бросила. Я свет в конце туннеля, ну ты мой сладкий, пойдем на ручки, пожалею тебя. Давай не болей, выздоравливай, одевай теплые носки, пей больше теплого, желательно чая с малиной, или мед, или лимон. Если есть температура, парацетамол через каждые 4 часа. Хорошо? Завести учетную запись в Zoom? Слушай, а мы на работе в Zoom иногда проводим конференции. Какие-нибудь важные, нужные, такие прям. Чика конференции у нас там проходят. Да. Так что у меня есть где-то на работе рабочая учетная запись. Ну что, будем Странника петь? А? У меня, кстати, кофе есть, но, наверное, сейчас еще очень горячий. Да, еще горячий. Блин, капнула на себя. Ауч. На голую ляжку. Свет в конце туннеля, это поезд, идущий навстречу. Ой, я когда на поезде ездила в Москву, это было нечто. А еще я ездила в Хакасию когда-то давно на машине, а с Хакасии я ехала на поезде обратно домой. Вау, это вообще было. Там и туннели были, ну небольшие туннели, такие маленькие, не сильно длинные туннели. И мне говорили, типа, что надо загадать желание, когда заезжаешь в туннель, и, значит, дыхание задержать. И если ты, короче, ну, туннель поезд проехал,
Если ты во время, пока вы едете по туннелю, не вдохнул воздух, то, типа, желание твое исполнится. Я ловила эти туннели, то там, господи, наверное, 2 всего лишь было. Сидишь просто... А исполнится ли мое желание? Дуреха вообще. 8-классницу Цоя? Ну, в принципе, можно спеть, минусовку посмотрим. Я сегодня не с гитарой, мы сегодня просто под минуса стряпаем песенки. Вот. Цоя попробовать. Но если вдруг не получится, то я возьму гитару. И тогда мы будем 8-классницу на гитаре играть, да? Там, да, там гор не сильно много, но они там лысые. Вот если, знаешь, если сравнивать горы Хакасии и горы Алтая, ну, горы Алтая, конечно, симпатичнее и красивее в разы. Прям они там кайфовые. Дуреха? Кукундя? Короче, все. Я буду... У меня красивый голос. А мы только с самого начала обсуждали. Ну, я жаловалась и говорила, что мне не нравится мой голос, и кажется, что такое себе. Ну, давай попробуем странненько спеть. Если получится, то хорошо. А если не получится, то... Или барабаны. Я на барабанах играла всего лишь 1 раз в жизни. Наполняет ветер ладонь, и мчится твой конь, и где-то внутри горит огонь. Почти неплохо. Почти нормально. Гитара или бас? Я играла и на акустике, и на басу я играла, да. На басу 4 струны, там просто так что-то делаешь, и на обычной акустичке электричке я играла. Прикольно. Там не надо вот так, там как-то помягче, что ли, струны. Как-то, ну, не так тяжело, как вот на моей даже малышке я играю, когда... Да, по сути, я даже когда дома у родителей, я на папиной, когда гитаре играю, она у него такая мягкая. Я вот не корёчусь что-то там, как на своей. Ну, у меня такая гитарка очень дешевенькая, простенькая. Я папу даже как-то просила, привезла ее папе, говорю, папа, смотри. Ну, он такой взял, чик-чик-чик, играет, ну, нормально. Ну, как бы гриф чутка поменьше, да, чем у стандартной там большой полноценной гитарки. Но, говорю, что ты к ней придираешься, дочь? Все нормально с твоей гитарой. А у него пальцы просто чуточку погрубее, чем мои, и ему не так тяжело зажимать. А у меня же иногда бывает, просто тупо даже режешь подушечки пальцев. Это просто надо, чтобы пальцы были грубые. Либо надо постоянно заниматься, постоянно играть, они же грубенькие становятся, подушечки. И тогда как-то более-менее. Но единственная потом проблема остается, это баре, потому что когда ты баре зажимаешь, вот тут вот указательный палец просто вообще вот так вот с ума сходишь. Мой голос и рок, бальзам на душу, потому что Катя рокерша. Я, когда была юная, ни одного, ну хотя нет, кого ни одного, блин. Меня стали отпускать-то на рок-концерты, когда я уже более-менее взрослая была. Ну, у нас так, были сборища, там байк-шоу было, мы ездили, там рок-концерты из наших близлежащих районов, там группы приезжали, был маленький концертик, собирались. Это было прикольно. Понятно, что это там не кто-то там великий, да, приехал, какие-то там, блин, из подворотни бомжи собрались с гитарами, да, с барабанами, что-то свое там поют, балякают, лялякают. Ютубу-то вере вообще нету. Я крутая, классная, красивая, божечки. Да ты же мое солнышко. Спасибо большое. Это очень приятный комментарий, на самом деле. Эх, и комплименты шикарные просто. Я вообще все, Ютубу не доверяю, все. Я на него вообще обиделась, и все. И мне нечего добавить.
А сейчас я посмотрю. Сейчас мы посмотрим, если добавится еще +1, то хорошо. Если не добавится +1, то вообще все. Я Ютубу больше никогда не верю. Надо, кстати, это... Мне все тогда говорили, да, типа со Сталкера что-нибудь сыграть, спеть. Я гуглила даже песенки. Так, давай посмотрим здесь минусовки Цоя. Кино, Виктор Цой. Аудиозаписи этого исполнителя временно недоступны на территории вашей страны. А чё к чему? Прикиньте, нажимаю Виктор Цой. Записи недоступны на территории вашей страны. А VPN-ку я сейчас не подрублю нормально. У нас потом OBS-ка просто с ума сойдет. Все, не обновилась информация о количестве смотрящих. Все, я на YouTube обиделась. Все, просто я его навсегда... Он не мой фаворит теперь, все. Да, Цой жив. То есть... Причем не для Рашки. Я же в России, алло. Ну... Нет, у меня VPN-ка не включена. Так, если я сейчас полезу включать VPN-ку, у нас все, хана OBS-ки будет. Поэтому сейчас я на другом сайте посмотрю. Может быть, там будет нормально. Может, там откроется. Жизнь бьет больно. Не переживай, ничего страшного, все будет хорошо. Если что, я схожу за гитарой. Так. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. Ну-ка, сейчас посмотрим, что за... Ну, на этом сайте я что-то надыбала. Не знаю, конечно, по итогу, что это за сайт и как там звучит. Я не помню, когда вступать. Пустынная улица, и вдвоем с тобой куда-то мы идем. Я курю, а ты конфетки ешь. И светят фонари давно. Ты говоришь, пойдем в кино, а я тебя зову в кабак, конечно. Восьмикласс. Ну, низковато. Для меня низковато. Даже обстоятельства намекают. Не, я могу взять гитару. Ты говоришь, что у тебя по географии трояк, мне на это просто наплевать. Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк, многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. На ютубе караоке есть? Конечно, есть. Низковато, мне надо другую тональность. Если минусовка, то надо другую тональность. Мамина помада, сапоги старшей сестры. Но, по-моему, это не здесь. А может и здесь. Просто танцуем. Мы просто танцуем под минус. Сумасшедшая женщина, вызывайте санитаров. Восьмиклассница. Какие-то вообще непонятные танцы пошли. Я, знаете, как раньше танцевала? Вот так. Я же вообще не клубная дамочка. Я по клубам особо никогда не ходила. И когда была, то вот так. Весь мой танец. Знаешь что? На ютубе я согласна. Есть караоке. Есть. Но...
Но там не всегда все кульно. Это дело надо прослушивать, и предварительно надо находить именно хорошие штучки, под которые ты нормально будешь петь. А то иногда, знаешь, вот открываешь, и какая-то дичь. Что вообще? Я Мияги открывала. Я открыла несколько сайтов караоке. Не могу найти минуса нормальные, открыла, поэтому караоке. Да тем более Мияги петь под минус, это, мне кажется, с ума сойти. Только если ты нормально знаешь хорошо песню. Тогда ты можешь нормально его спеть под минус. Там иногда просто рот заплетается от его слов. И Дискорд-группа есть у нас, да, но там у нас в основном по игрулькам, и сейчас крайне малая активность. У нас пик активности в Дискорде был в 2019 году, когда мы только начинали, когда я не работала, было очень много времени свободного, и просто мы сидели там, болтали, балдели, занимались еще всякой ерундой, обкидывались артами, игрушками и все в таком духе. Вот, а сейчас там практически все. Тишина, мне заходить тоже некогда, но периодически заглядываю, что-нибудь там в паре чатов пукну, и все. У меня были мысли, у меня часто были мысли просто грохнуть Дискорд, но потом сидишь и думаешь, я сейчас его грохну, а потом мы захотим поиграть, команду собрать, это надо кого-то как-то что-то искать, а так вот есть Дискорд, и и все, и хорошо, и пусть вот он будет, и... Да, арты в ВК кидает, да, много, безумно много. И в Дискордике очень много тоже артиков. Все, у меня теперь в голове восьмиклассница. Прикольно. А что я еще хотела? О, я думала еще рожденный убивать. Но я не знаю, я там могу, там тоже низковато. Вот парадокс. Есть всякие, которые под мой голос нормально подходят, исполнители, но мне почему-то всегда все надо посложнее. Где мой голос не очень хорошо тянет, мне вот надо посложнее. Я сегодня какой пряник? Я сегодня вкусный пряник. Пряник с зайкиными ушками я сегодня, да. Слушай, зайчик мой, Арию. На Арию сразу авторские права летят. Прям вот так, перманентно. И я поэтому Арию не буду исполнять. Но Арию я люблю безумно. Очень безумно люблю Арию. Мы, когда делали на Хентайке музыкальные стримы, я там исполняла. Да. Я вот не помню, они все стримы гитарные там живые или не все. Я помню, что стрим с пультом, когда у нас был, мне пришлось удалять, поэтому когда у нас будет стрим с пультом, я думаю, на пряничке мы сделаем. Там, в принципе, можно будет взять гитару, что-нибудь сыграть. Все равно этот стрим придется удалять, поэтому это будет так. В режиме онлайн мы с вами побалдели, что попало потворили, всякие там песенки помиксовали, поорали, все запрещенное поорали, потому что потом это дело я грохну. Вот так. Засохший. Владоська сегодня засохший пряник. Надо тебя немножко помакать в кружку с теплым молоком. Да? А давайте реально рожденную убивать. Споем. Она кайфовая, безумно кайфовая. Я знаете, что делаю? Я сейчас вот расскажу сначала, а потом будем петь. Я, да, в коньяк можно помакать, будет просто шикардос. Иногда подрубаю песни в тачке, когда еду на работу. Выкручиваю настолько, насколько можно, пока у меня не начинает все дребезжать в машине. И еду, ору во всю голосину свою песни, которые у меня играют. Ну, я иногда вот Северный флот себе подрубаю, и просто едешь.
орешь, там кто-нибудь с тобой поравняется, так заглядывает, я сумасшедшая баба. А я помню, один раз ехала, не помню, куда я ехала, но не на работу. Я ехала что-то средь дня по каким-то делам. Давненько это было. Я, значит, у меня песенка Касты играет «Встретимся у холодильника». Это было лето, что-то тепло. У меня, несмотря на то, что кондей в машине есть, я открыла окно. Что-то машина со мной поравнялась. Что-то там тыры-тыры. Непонятно что. Ну, я песню-то ору. Она у меня, во-первых, сама орёт, и я еще ору. И чуваку, короче, показываю: «Встретимся у холодильника». Боже, мне кажется, люди думают: все, надо вот там, больница недалеко, девочки, надо свернуть туда. Да, я вижу сны, где свет луны из тьмы выхватывается лет моей войны. Будем петь, короче, да? Олег согласен. Хорошо. Главное, что Олег согласен. Я буду танцевать. Я думаю, не сильно громко она будет. Я тоже не помню, где вступать. Тут. Доброе утро. Просыпайтесь вместе с нами. Вот реально надо электрическую гитару мне. И проц маленький. И я буду сама это все дело играть. Потому что на своей акустичке я вот это не сыграю никогда. Во времена, когда все вокруг серое, как тень, когда похож, как на волка волк каждый новый день. И с малых лет нужно твердо знать во главе всего один закон, каждый за себя, все на одного. Таким, как я, очень просто быть, очень просто жить, перегрызая из прихоти вашей жизни нить. Не для того, чтобы иметь еду, чтобы добыть тепло, а просто так верховодит мной истинное зло. Да, на пузике. О, я вижу сны, где свет луны из тьмы выхватывается лет моей войны. Вокруг тела и ночь светла от мертвых глаз врагов, смотрящих в небо. И нету мест, где бы я хотел выстроить свой дом, родить детей и возделывать землю под окном. Таких, как я, лучше бы тебе никогда не знать. Тебе конец, если встретился рожденный убивать. О, я вижу сны, где свет луны из тьмы выхватывает цвет моей войны. Вокруг тела и ночь светла от мертвых глаз врагов, смотрящих в небо. Ра-та-та-та. А там прям так. Я так же еду делаю. Днем такой, как все, никому не нужен, и проходит жизнь белкой в колесе. Днем такой, как все, слаб и безоружен, сон мой наяву, ночью я живу. Тут просто орать прям надо. О, я вижу сны, где свет луны из тьмы выхватывает след моей войны. Вокруг тела и ночь светла от мертвых глаз. Все.
Молодец! Спойлила! Лайк за это! Сама себе поставлю! Огонь! Ай, вообще, сила мощь! Могу, когда надо! Ай, кайф! А прикиньте, когда я знаю, что никто на меня не смотрит, когда я еду в машине, там вообще просто, там танцы с баранкой. Я вообще там творю, что хочу. Наверное, это, ну, в принципе, одни из любимых песенок моих. Мне безумно нравится Король и Шут, Северный флот, Тажария, Сектор Газа, Цой. Ну, это из русских исполнителей, да. Сплин мне нравится, Би-2, но у Би-2 такой там, у Лёвы такой голос вот прям навсегда это. Ты меня помидорами закидал. Я типа обиделась, все. Ну, знаешь, как бы все. Расстроил меня вся. Нет, не расстроил. Ай. Валентина снова с нами, просто из другого аккаунта. Хорошо. Мы рады, что ты снова с нами, просто из другого. Да, хорошо, что не яйцами тухлыми и не страусиными. Вот большие города, да, полковнику никто не пишет. Я почему и хотела какие-нибудь эффекты на голосину накладывать. Чтобы это все дело немножко это... как-то сглаживалось, что ли, где-то косяков, огрехов не будет слышно. Все же обрабатывают. Мало кто поет так. Это только где-нибудь реально в каком-нибудь караоке-баре, где пофигу, все бухи уже сидят. Как ты там исполнишь? Вообще пофиг. Где? У кого? Да. Нет, это я типа... не знаю, что. Перебарываю себя, чтобы не обидеться. А то все. Исполнил не так, не то, не сё. Все. Обидку кинула. Блин, вот я давно не слушала песенку. Но... минус я открыла, а прослушать минус не прослушала. Я не знаю там, насколько он поганенький, не поганенький, но, в принципе, можно будет... ультратильт, да. Просто вообще на стик-тильт. Можно будет послушать, если обосрусь, то... Вы уже привыкли, да? Если где-то нет косяка, то это не я. Если все будет когда-нибудь идеально, все таки это ты делала? Нет, это не ты делала. Или просто ты заболела. Нет, просто я научилась делать все хорошо. И такое может быть. Как не делать глазами? В кучку их не делать? Вот так? Почему не делать? Сильно страшно. Я всяк разно могу. Сейчас буду баловаться. Кстати, я говорила, да, про Трактор Боулинг, что нравится мне эта группа. Рамштайн. А Рамштайн тоже все под авторскими правами. А чё кошмар-то? Чё кошмар? Ничего кошмарного. Все нормально. Все. Это моя любимая песня была в свое время.
Я ее и сейчас часто на сне, шум прошлых дней, пьяный хохот ночей бессонных. Бэк. Ветер бегом из дома. Так, надо другой искать минус. Отвратительный минус. Если на место не вернутся глазки, да и ладно, никто не расстроится. Я все равно буду прекрасной. Сейчас попробуем с этим минусом. Часто слышу во сне шум прошлых дней, пьяный хохот ночей бессонных. Мы играли в любовь, слезы боли вновь, каждый вечер бегом из дома. Спирт и сок, спорт и рок, все в этой жизни хотели успеть, но мир жесток, вышел срок, мы у черты, мы боимся взрослеть. Тянуть не всегда получается. Два шага до черты, и нам уже не повернуть назад. Скажи, что впереди желанный рай и дорога в ад. Мы не знали тогда, что везде и всегда все на свете имело цену. Знали, души бесценны во все времена, но пришел новый век на смену. Пущен ток, выжат сок, и за деньги любовь нам себя продает. И уже забыв о душе на небесах, кто-то ставит... Все понятно. Там кто-то ставит штрих-код. Вот они фейлы голоса, когда мне надо взять выше, а я не могу. Это из-за того, что голос не поставлен. Ходила бы в музыкалку, было бы все шикарно. Два шага до черты, и нам уже не повернуть назад. Скажи, что впереди желанный рай или дорога в ад. Вот так. Да, любимая песенка моей юности. Но ничего, бывает. Я никогда не могла на вот этот штрих-код выйти нормально. В принципе, я даже не удивлена, что это и сейчас не получилось, потому что, ну, все-таки у девочки, которая у них в группе солистка, голосина-то дай боже. А не вот это вот все. Владося, да. Спасибо. Я, как всегда, косячница, все порчу. Не люблю вот это вот слово косячница. Не нравится мне. Я же не так много косячу в этой жизни. Все же люди не без греха. Ошибки совершают все. Так-то, вроде бы. О, я вспомнила одну фигню. Блин, ну вот эту фигню... А даже минуса на нее нету, да и хер с ней. И вообще пофигу. Нет, это вообще что-то как-то грубо. Не пойдет так. Что-нибудь, кто-нибудь хочет. Хочешь, я убью соседей, что мешают спать. Я, мне кажется, вообще даже без минуса лучше пою.
Я хотя бы прикалываюсь и балуюсь, да, когда без минуса. А когда под минус, там же надо еще в нот попасть, ёптать, блядь. Я не хлебобулочные изделия, я человек. Я зайка сегодня, все, я зайка. Хватит обзываться на меня. Мало пою? Ну да, наверное. Может быть, ты и прав. А может нет, а может да. Когда мне петь? Мне надо по-хорошему, может быть, не знаю, на уроки вокала прям походить. Я даже не знаю. О, hello, Сухейл, hi. Тренировать голос, ё-моё. Видишь, это что же надо правильно? Ты неправильно что-нибудь не туда, и все. Неправильно не туда. Не в ту степь. Направил голос, связки сорвал, и до свидания. Надо же это дело умело делать, мне кажется. Хотя, может быть, я и не права. Просто надо больше практики. Причем не дурачиться, как я обычно делаю, да, а нормально это все делать. Я же дурачусь много. Чаще петь. Кто бы меня заставлял чаще петь, а? Надо тогда стримы музыкальные почаще делать. Тогда я буду петь. Причем буду не баловаться, а петь. Не слушать их. Ну почему же? Это здоровая критика. Это все делается для того, чтобы я была лучше и лучше и лучше. Вот. Да. Я понимаю все прекрасно. И хочу отметить, что я человек, который очень тяжело относится к критике. Я ее просто не воспринимаю. Да, вот так. В душе петь? Так я и так пою часто. И в душе, и в душе. И там пою. Я просто по-дружески с душой. Ну да, я же говорю, подзаборную всякую фигню исполнять мне будет прям вообще вот так вот. Давайте. Уи! Конец. Замечательно. Отлично. Кайфовая песня. Мне еще у Сплина нравится этот «Пой мне еще тихо, в обратную сторону крутится магнитофон». Она тоже мне нравится безумно, но на нее, по-моему, я минуса не смогла найти комфортного, хорошего. Некоторые песни не мои, голос хороший, не кидать обидки. Это ты все, это ты сейчас специально просто пишешь, чтобы мне тут глазки повеселели, чтобы я тут не начала губки дуть, вот эти свои бантиком непонятно делать, да? Я согласна абсолютно и полностью, что я прям сама говорю, что вот это не мое, вот это я не смогу спеть, вот это вот даже и не надо просто мудохаться и пробовать. Просто сила голоса не та. Возможно. Не знаю. Мне бы очень хотелось где-то в параллельной вселенной. Есть еще одна такая девочка, которую в свое время родители отдали все-таки в музыкальную школу. И у нее там голосина как надо. Может быть, она даже где-нибудь оперная певица. Ну нет, оперная не надо. Ну, что-нибудь хорошее можно было бы. Почему нет, когда да? Кстати, Олеж, не купайся. Вернешься и будем тогда петь куклу колдуна, когда вернешься. Ты будешь мне подпевать. Да?
Эта сладкая мгла поразила, завела меня отгадка, нашла себя более не отобрать заплаканная. Я открывала минусовку эту, но я не знаю. Нет. Тут надо реально, для Мияги надо прям открывать караоке прям. И вот это вот дело подпевать. Или просто, знаете, надо как делать? Надо просто его треки подрубать и под его треки петь. Вообще шикардос будет. И пофигу, что его голос там где-то рядом. Зато все сразу будут слышать, что я в принципе-то нормально пою. Попадаю куда надо. Я сама буду понять, что я попадаю куда надо. И все нормально. Я вот когда, знаете... Ну, я Мияги тоже сейчас слушаю, что-нибудь подрубишь. И, ну, хорошо получается спеть, когда ты вместе с ним. А когда ты без него, то это все не совсем хорошо получается. Я не знаю, по какой причине. Возможно, нет никакой причины. Hi, Epic Name. Hello. Hi. Wonderful day. Yeah. Woohoo. Don't worry, be happy now. Все, это я сама себе спела. Что не надо это там. Ничего такого делать в этом направлении. Мне, кстати, Surprise Room сегодня подарил 2 игрушки. Вообще, мой снабженец игрушками. Он мне подарил сегодня Cuphead. Это где... Ну, я думаю, многие слышали уже про эту игрушку. И видели. Там прям вообще дичь диковинная. На 2. Можно будет поиграть. Но я не знаю, мне кажется, там жопа сгорит, просто руки сотрутся об клавиатуру, жизнь пойдет под откос, и кто-нибудь потом просто застрелится. Потому что там, если я все правильно понимаю, то там будет дичь. Конкретная дичь. Я как-то видела ролик по этой игре. И пару обзоров я читала, что там просто люди вообще возгорание, пукана происходит еще хлеще, мне кажется, чем в Dark Souls, когда играешь. Кстати, Surprise Room, thank you very much. Thank you. Так, что мы можем? Мы можем что-нибудь спеть такое, что, значит... Что не будет страшно, если пропустит Олежа. Потому что что? Потому что Олеж моется. И мы куклу-колдуна не будем петь, потому что надо, чтобы он мне подпевал. Кстати, ну Акуле сегодня, да, я же показывала. Я пела песенку про акуленка, да? Сейчас Акуля будет мне помогать петь песенку. Песенка про меня. Я хороший мальчик. Помните, кто? Кто-нибудь это помнит вообще? Или это только я помню? Сегодня, когда я сидела, лазила на сайте этих всяких минусовок, я на что натыкнулась? Я, короче, натыкнулась на руки вверх. О, боже, я угорнула. Который вот забирай меня скорей, увози за 100 морей. А еще это... Метро Голден Майер. Так вот, про что я еще? Господи, вылетела из головы. У руки вверх еще песня, блин. Крошка моя, я по тебе скучаю. Как я давай вообще там угорать, веселиться? Ну, правда, минусовка такая поганенькая, и особо я не попела под нее. Под нее только танцевать можно, потому что там непонятно, когда надо включаться в голосовое там извержение из своего рта. Поэтому я просто поплясала, и на этом все.
В российском метро... Yes. Наверное. Хотя не знаю. I don't know. Maybe. Я точно не знаю. Я не уверена. А может и да. Я, если честно, не знаю. Я же сама не гуглила, не смотрела. Влад играл. Влад, ты в какое метро играл? Как оно правильно называется? У нас просто есть магазин сетевой, который правильно произносить метро, а не метро. А еще есть метро, которое правильно произносить метро, а не метро. Парадокс. Вот такой вот парадокс. Давайте будем петь. Влад во все метро играл? Ну вот, значит, там рассказывай, про что это. В заросшем парке стоит старинный дом, забиты окна, и мрак царит извечно в нем. Сказать я пытался, чудовища нет на земле. Но тут же раздался ужасный голос во мгле, голос во мгле. Мне больно видеть белый свет, мне лучше в полной темноте. Я очень много лет мечтаю только о еде. Мне слишком тесно в заперти, и я мечтаю об одном: скорей свободу обрести, прогрызть свой ветхий старый дом, проклятый старый дом. У акулы дискотека. Просто рок. Был дед, да помер, слепой и жутко злой. Никто не вспомнил о нем с зимы холодной той. Соседи не стали его тогда хоронить, лишь доски достали, решили заколотить двери и окна. Мне больно видеть белый свет, мне лучше в полной темноте. Я очень много лет мечтаю только о еде. Мне слишком тесно в заперти, и я мечтаю об одном: скорей свободу обрести, прогрызть свой ветхий старый дом, проклятый старый дом. Ты, кажется, всегда вовремя, да, привет. Я аж даже чуть-чуть опешила, чуть не вступила там, где надо вступить. Тут должно быть жутким говором. И это место стороной обходит сельский люд. Не буду баловаться, короче. Там призраки живут.
Да, да, гитара. Надо, короче, насчет электрички, наверное, мутить, все-таки что-то мысли думать. Потому что акустика это все-таки не то. Да, там призраки живут. Кричи вместо меня, потому что у меня что-то это... На крики уже не алло, моя голосина. Но еще впереди есть где покричать. Как у тебя дела? Рассказывай. Самого контрола я тебя не видела, наверное, в чате. Что интересного? Что хорошего? Женился, нет? Как Новый год отметил? Кстати, да, с Новым годом. Чё нет? Чё нет? Не женился или чё? Давай так. Не женился там? Женился? Нет. Детей нет там. Того нет. Ты однолюб? А, песня есть. Люб, я однолюб, да? Любишь себя? Ну, это хорошо. Себя любить надо. Это очень полезно. Это очень нужно. Где ты сейчас обитаешь? У меня, видишь, акуля есть какая? Она делает... Вот так делает. А еще есть большой мягкий Тоторо. Вон сидит Тоторо. Вон есть котейка и обезьянка. Это мои новые друзья. Со мной никто не дружит, поэтому у меня куча мягких игрушек. Кошмар. Расскажи, что интересного вообще. Что хорошего? В что играешь сейчас? В какие игрульки? Мы тут в КС-ку недавно играли. Ничего хорошего из этого не выходит, но, в принципе, можно повеселиться. В GTA играешь? В Доту играешь? Мне тут Ведьмака подогнали. Все 3 части. Надо будет сесть. Чё не зовем? Слушай, я не знаю. Обнаглели просто, оборзели совсем. Мы знаешь, как, в принципе, в последнее время собирались? Я стрим подрубаю и сижу, собираю команду. Кто приходит, тот и приходит. Иногда с рандомами бегаю. Я как бы только на стримах в основном играю. Особо времени нет. Как-то так. Да, получается так. Ну, смотри, если вдруг... Ну, видишь, мне еще важно понимать, как ты работаешь, как у тебя со временем. В принципе, я не против позвать тебя поиграть. Думаю, будет весело вспомнить былые времена, когда я делала по -3 закатку. Ну, больше... А, слушай, нет. Сколько я снесла-то? Я, по-моему, 4 снесла. Мы в последний раз, когда играли, я с ППшечки, по-моему, я 4 разобрала, да? Это было вообще прям просто... У меня прям вот такие вот огромные глаза были. Я прям аж, мне кажется, там чуть не кончила от радости. Ну, это было прям эпично вообще. Я еще сижу с этой своей ППшечкой. У меня, ты что там с ней сделаешь? Да я не знаю, что я с ней сделаю. Херак, с одного что-то снесла, повернулась там, еще одного снесла, и потом еще 2 подбегали. Мы там в этом... Это в Мираж был, да? Мы на Мираже играли. На А. Да. Прям где плент. Я, короче, там сидела на пленту и защищала его. И, получается, всех спасла. Вот так. Все рассказала. Объясняю, как боженька. Это, короче, просто надо этот момент найти и скинуть тебе ссылку с временной меткой, чтобы ты посмотрел. Так, сейчас. Спасибо, мне говорят, да? Мне говорят спасибо.
Уходить подальше от микрофона. I'm sorry. Там, наверное, просто кровь из ушей, да, идет, когда я говорю сильно близко в него. Сори. Ужас. Я постараюсь больше так не баловаться. Что-то у нас Олежа купается дольше, чем я. Я бы уже, может быть, бы спела куклу колдуна и закончили бы, может быть. Ну хотя ладно, давай попробуем этот. Песенка про меня. Ну нет, не про меня. Я не знаю, как тут с минусом. Ну посмотрим. Сейчас по ходу пьесы. Время расставит на места все, что разбилось на куски. Новая жизнь развеет прах, будни излечат от тоски. Только потеряв, мы начнем ценить. Только опоздав, учимся спешить. Как же стать сильней, чтобы не винить, просто позабыть навсегда. Больше не просить у времени. Все, это не мое. Сейчас это проиграет, и я вступлю там, где надо. Никогда. Я с акулой буду танцевать. Я припевы вот эти не могу петь. Если есть где-то легкий путь, мне надо бэк подрубать там тогда, чтобы было нормально. Беды, легче уйти и перешагнуть. Время всегда сотрет следы. Многому в жизни учит боль. Нужно ли нам все это знать? Время залечит раны, но не повернуть его нам вспять. Только не любив, можно отпустить. Только видя смерть, научиться жить. Легче не иметь, сразу все отдать, чтобы не терять никогда. Больше не просить. Ну тут надо ее подрубать, у нее там просто голос мощный. То, чего вернуть нельзя, не ждать и себе не лгать. В писк перехожу. Да, ля-ля, тут будет ля-ля просто. И тут она прям просто орет. То, чего... Вот, чик, перескок. Легче уйти, чем пройти. Я не могу даже вот это вытягивать. Ну и не будем. Время снова летит чередой бесконечных бед, страхи, волнения, причин, для которых нет, время которых... Огонь. Молодец. Легче ушедшим, чем тем, кто остался ждать, легче сошедшим с ума себя оправдать. И тут просто я рекомендую, кто не слушал никогда «Трактор Боулинг», просто загуглите эту песню, послушайте, у нее просто мощнейшая голосина. И Вова, привет! Привет. И Люциус, привет. И у нас тут стуц, да, тут стуц. И где-то Катя не вывозит своим голосом. И вообще, Олежа, с легким паром, я тебя ждала, чтобы мы спели куклу колдуна, и, наверное, будем заканчивать. Фыр на меня. Попробуй сам ее спеть.
Причем нормально спеть. Я посмотрю на тебя. Это тяжелая песня, на самом деле, для моего голоса. Перескоки даже слышно. То есть, в принципе, там... Ну, куплет я могу, да, спеть. С дегтярным мылом покупался. Вкусно пахнешь, шпалой огонь. Молодец. Умничка. Что, будем куклу-колдуна петь, а? Будем. Коль ты помылся, коль ты чистый, красивый, да? Я только там, я помню только первые 2. Че, уши дыбом? Потому что я зайка. Вовка, я зайка, понимаешь? Я зайка. Вот такая я. Мы, кстати, они у меня все тут рядышком, мушки-то. Подожди, если... Сейчас. Сама коробка со мной. Если хочешь, если тебе не нравится, я буду лисой. Тебе нравится? А если тебе не нравится, то я буду волком. Тебе нравится? А если тебе не нравится, то я могу одеть старые ушки, у которых одно ухо грустно, просто, понимаешь? И буду в старых ушах. Еще вот так вот сделаю, что типа грустные ушки такие стали. Кстати, нет, у меня не маска БДСМ есть, у меня есть личная маска вот такая. Но БДСМ маски у меня нету. Вот, личную маску я вам еще не показывала ни разу. Так что все, я могу вернуться быть вон лисой. Все. Начали зайцем, закончили лисой. Все. Буду рыжая, бесстыжая. Ой. Я когда балуюсь, это, наверное, вообще забавно, да? Что оно? Что оно-то? Что тебе не нравится? Что ты вредничаешь, а? Что не так? Да, я лиса. Привет. Как твои дела сегодня, Хакман? Рассказывай. Как твоя там учеба продвигается? Да, лися милая и умная. А еще я делаю фыр-фыр-фыр. А тут еще должно быть са-са-са, это хитрая лиса, су-су-су, и живет она в лесу. Сы-сы-сы, много дела у лисы. Со-со-со, она крутит колесо. А потом жа-жа-жа, мы нашли в лесу ежа, жи-жи-жи, дали мы ему того самого. Да, Вова, да, и она тебя заест, и ты будешь ходить. Са-са-са, Катя хитрая лиса. Су-су-су, не живет она в лесу. Сы-сы-сы. Дать бы Катеньке того самого. Крыша ехала у меня вчера. Олежа, ты сегодня сам подметил, что я более-менее адекватная, что нормально. Ты даже там молился яйцам пашот. Ну что такое? Уже ненормальное, все уже. Уехали гуси-лебеди, да? Ну что? Давай? Да? Давай будем петь. Ты готов? С Новым годом! У-ху! Математику сдал? Да ты умничка! Вот так тебе.
Темный мрачный коридор, я на цыпочках, как вор, пробираюсь, чуть дыша, чтобы не спугнуть тех, кто спит уже давно, тех, кому не все равно, в чью я комнату тайком желаю заглянуть. Чтобы увидеть, как бессонница в час ночной меняет не людей, моя облик твой, чьих невольница ты идей, зачем тебе охотиться на людей? Крестик на моей груди, на него ты погляди, что в тебе способен он резко изменить. Много книжек я читал, много фокусов видал, свою тайну от меня не пытайся скрыть. Я это видел, как бессонница в час ночной меняет не людей, моя облик твой, чьих невольница ты идей, зачем тебе охотиться на людей? Кем быть? Лаской? Лаской магии цвета? Или нет? Или какой лаской? Это же это... Длинная это такая штучка. Ласка с маленькими ушками. Как бессонница... А, тут мы пропустили куплет. Это к настоящему колдуну. Тара-та-та. Сорян. Зато я побалдела. Почему? Что я читать не умею? Лаской? Там много с. Или что я тебе так не там прочитала? Там. Половину песни зафейлили. Ласка, ласка, магия белого, магия черного. Тайфун Шоу, привет! Ты где был? Ты где пропадаешь? Я не понимаю. Ты почему так редко приходишь, а? Ням-ням. Классно, что кофе еще горячий. Это кайфово. Это мне очень нравится. Прям безумно. Ласка это лсака, господи. Я все-таки не понимаю, кто я. Вообще я лиса. Все, ничего не знаю. Я лиса. Красивая лиса. Я все сказала. Не надо мне тут больше ничего придумывать. Thank you very much, surprise room. Thank you. Ребят, всем привет, всем здрасте. Кого я в первый раз в этом году вижу, того с Новым годом. Как вам там, вон, то, что у меня сзади происходит? Там веселье у мышат. Там много мышат. Я вчера про них рассказывала. Там мышатки. У каждого типа свое. Типа там верь в чудо, больше путешествуй, никогда там не сдавайся, всегда учись, и т.д. и т.п. Вот так. Хотела завести лису. Слушай, лиса это, конечно, жестко. Лису лучше заводить, наверное, если есть собственный дом, как и енотов. Вот лисы и еноты это прям, наверное, тяжко. Есть фотка для такой лисы красивой, как я, это которая это
Сидит на стуле, такая вся такая кривая, да, засушенная лиса. Лисятки домашние няканы. Я не спорю. Мне нравится периодически смотреть видяшки чувака. Канал есть у лисы, лиса Алиса. Я смотрю видяшки иногда. Там прикольно. Там еще 2 собаки у чувака и лиса. У лисы свой вольер. Она так разговаривает забавно. Там всякое мявкает, мурлыкает, крякает. И лисиц потискать охота, да. Они такие пушистые, такие прям няканые. Сразу за ушком почесать хочется. Можете мне почесать за ушком? Пока нету лисы домашней, можете мне за ушком чесать? Я люблю, когда мне за ушком чешут. Я умная лиса, да. Да, я согласна. Орёт, никогда не устанет лиса. Навсегда что-то крякает. Они забавно, кстати, разговаривают безумно. Прям прикольно. Ну, знаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что, в принципе, все, что я сегодня думала смурлыкать, скрякать, свякать, я это все дело скрякала и свякала. Если вдруг у кого-то есть пожелание какое-то, то вы можете его выразить, и я исполню ваше пожелание, если это у меня получится. Hello, hi. Всем hi, всем hello. Своими делами любит заниматься лиса, как киса. Но чем вот кисы лучше собак, тем, что они там действительно самостоятельно могут посуществовать. А собаки вот нет. А что надо не так делать громко? Пить? Я могу... Сейчас, погодите. Сейчас. Нет, у меня для этих целей есть другое. Вов, прости меня, пожалуйста, я сейчас тебя буду бесить. Тебе захотелось мне в рот дать? Ой, в рот. Блядь, простите. Сори. Не надо мне тут вот этого только оговорочки по Фрейду. Жесть. Не надо вот этого все. Нет, это случайность. Это случайность. Аж, мне кажется, я аж это вспотнула. Аж покраснела, да? Хорошо, что я это тонаком намазалась, не так сильно видно должно быть. Ох. Это все кофе, ну да. Ну слушай, кофе, оно сильно горячее, чтобы вот так им делать. Не надо, я нормальная. Это случайно так получилось. Все, хватит. Все, не надо! Я не читаю больше чат. Извращенцы все там понасобирались. Ну, ляпнула, ну и чё теперь? Это случайность. Нет, у меня обычный кофе. Я же с алкоголем не сильно дружу. Как-то так. Даже на Новый год я выпила всего лишь там вот так вот, наверное, шампанского в бокале. И все. Все маме расскажешь. Ну, только своей рассказывай, моя тебе все равно не поверит. А если вдруг поверит, то скажешь, ну и ладно. Ой, у меня иногда не такие оговорочки бывают, так что все, хватит, нормально все. Значит, про песенку снайперов. А чё снайперов? Чё ты хочешь ночных снайперов? Давай посмотрим, что у них есть. А прикинь, на этом сайте я что-то не могу по артисту. Ночные снайперы. Аудиозаписи этого исполнителя временно недоступны на территории вашей страны.
Когда я пьяная, меня так разносит. Ну нет. Меня, может быть, и разносит, когда я пьяная, но сейчас я не пьяная. Сейчас я посмотрю на этом сайте. Какая песня для меня идеальная? Она сумасшедшая, но она моя. Да, вот это. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Какая-то на Такасе. Ну-ка, вот эту версию сейчас посмотрим. Их тут две версии. По-моему, она не особо отличается. Какой баг? Подожди, подожди. Она не отличается вообще особо. Мне не нравится этот минус. Какой баг из стрима в стрим-то, а? Не хочу ночных снайперов. Мне не нравится минусовка, которая есть на этом сайте. Что рейс не отменят, что рейс не отложат. Какие-то люди тебя окружают, а ближе, чем были, уже невозможно. В красивых журналах считают пунктиры, а я до квартиры вечернее сальто, и кривятся губы, и кофе противен, и новое утро, и новое нет тебя, и я по асфальту шагаю с тем, кого сберечь не смогу до остановки трамвая, звенящего на бегу. В газетах писали, что ты идиотка, во всем виновата проклятая водка. Ругаешься матом и песен не пишешь, тебя окружают не люди, а мыши. В красивых журналах считают пунктиры, такое не выдумать даже нарочно. А я каждый вечер ползу до квартиры, и ближе, чем были. Хой минус, это нормально. С Каюшки не слышно, она в зале. Она в зале. Если бы она была здесь, она бы все вот это уже снесла. Я ее особо не пускаю в комнату эти 2 дня, потому что она прыгает, ей все интересно, что я туда налепила, зачем я это туда налепила, и все. Все бы тут накрылось медным тазом, и стрим бы тоже медным тазом накрылся сразу же. Ну, я не прям уж таки ору, слава тебе, Господи. Я же не прям вот так вот. А даже если я вот так буду орать, ну, дверь же закрыта. Она в зале сидит, да? Она в зале сидит, спокойно меня ждет, шпит. Я вот вчера после стрима выхожу, а она такая: типа, мам, ты чё ты хотела? Зачем? Ты чё хотела? Песни исполнять по вашим заявкам, за ваши деньги, любой каприз. Сейчас, секундочку, я приду. Мне надо кое-что сделать. Я запнулась об коробку и чуть сейчас не упала. Мне надо телефон на зарядку поставить. Сейчас будет пурлюньк. Сейчас все услышат этот пурлюньк. А может и никто не услышит этот пурлюньк. Ой, Вова, у тебя вообще юмор прям как у боженьки. Да, у хозяйки шиза, ну. Типа того. Так. Так чё? Какую? Чё еще? У ночных снайперов в Владосе, это все, что я у снайперов знаю. Это вот ты дарила мне розы и асфальт. Все.
Остальное я не алё. Можно что-нибудь посмотреть из моей любимой Земфира, но я не знаю, как там. Ее никто не ждет, не хочет ее тела, ей проще не сказать, ей проще быть немой, когда она придет. А что там, подожди, что там Олег писал? Я частенько все слишком серьезно воспринимаю. Я просто серьезная на самом деле, понимаешь? Может быть, если бы у меня не была такая вот просто суматошная жизнь, как, знаешь, как хомячок бегает вот в этом колесе дурацком, и периодически у него лапки перестают бежать, его вот так вот там херачит по колесу, и он потом такой, и ему что-то говорят, он, конечно, все серьезно будет воспринимать. И вот я вот этот хомячок. Я когда всегда все серьезно воспринимаю, да, наверное. Иногда я не понимаю, когда шутят. Иногда очень часто в жизни, вот просто вот в моей обыденной жизни, я могу не понимать намеков каких-то там. У меня как-то раз история, вот это вот вообще, я ее часто вспоминаю. Я работала в одной конторе, сидели, обедали, и что-то заговорили про чай, и парнишка один говорит, типа, что я по утрам делаю хороший чай, вкусный, с лимоном, типа это, в постель приношу. Я, типа, молодец, чё, умничка. Тут сидел другой мальчишка, просто начинает, типа, иди нафиг отсюда, типа, выйди. Я не поняла, что к чему. Говорю, а что такое, что случилось? Да он, типа, к тебе подкатывает и приглашает тебя, типа, с ним переночевать, чтобы утром принести тебе чай с лимоном. Я, ну понятно. То есть вот такие моменты я вообще, просто не понимаю, я их не вижу. Вот такая фигня. Так что вот. Давай посмотрим вот этот минус. Послушаем просто, как он. Сейчас говорит, не хочу воспроизводить. И прелести зеленая волна накрыла ее тень, размыла поцелуй, что помнит челюсти, кого-то ждет вокзал, кого-то ждут домой, ее никто не ждет, не хочет ее тела, ей проще не сказать, ей проще быть немой, когда она придет, а девушка созрела, девушка созрела. Привет ты передал, заказанные ею, самой же себе, засмотренный до дыр, с картинками журнал, в пустой квартире млеет, саму себя любя, кого-то ждет вокзал, кого-то ждут домой, ее никто не ждет, не хочет ее тела, ей проще не сказать, ей проще быть немой, когда она придет, а девушка созрела. Ну и все, там потом идет дальше гитара. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Та-та-ра-рам. Пам-па-па-па-па-пам. Тебе жалко меня? Почему? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Кого-то ждут домой, ее никто не ждет, не хочет ее тела, ей проще не сказать, ей проще быть немой,
когда она придет, а девушка созрела. Я вообще балдею. Я балуюсь. Все, хватит с этой песней. Понял? Будете меня заставлять расслабляться? Выводить из рабочего состояния? Мне, кстати, сегодня суббота. Мне, значит, телефон звонит. Агент один звонит, я такая, думаю, что к чему в субботу? Мне крайне редко кто-нибудь из агентов звонит в субботу, потому что, по субботам они на маршрут не выходят, ничего не должно быть. А я уже на подгоне, думаю, пойди звонить, что-нибудь с телефоном стряслось. Думаю, и все, хана всему. Как бы на работу ехать не пришлось, потому что в понедельник утром рано уже человек на маршруте должен быть, а у меня там ни одного телефона даже готового на, если что, нету, на замену экстренную. И просто у меня такой подгон. Слава богу, обошлось. Просто он хотел спросить про интернет-провайдера, которого лучше поменять. Это что-то у него там. Это провайдер, конский ценник заломил за оборудование и стоимость в месяц. И он, поменять решил. И не знает на кого. И меня спросил. Я же даже не знаю, кто у тебя там из провайдеров есть. Чья оптика там протянута у них в домах. Оговорочку? Не надо ждать оговорочку. Не будет оговорочек. Я больше ничего в рот не пихаю, чтобы такое говорить. Вернее, в смысле, не балуюсь больше с трубочкой. Угу. Ах. Так, давайте еще что-нибудь из Земфиры полистаем. Я люблю Земфиру. Я когда, помню, появился у меня мой магнитофон, первые кассеты, которые у меня были, это, как обычно, руки вверх. В моем возрасте у всех руки вверх были, наверное, первой кассетой. Значит, потом Иванушки International. Третьей кассетой, которая у меня появилась, это была Земфира. Я рассказывала, кстати, что в этой кассете Земфиры была кукушка. И первую кукушку я услышала в исполнении Земфиры. Цоя я уже потом услышала. Мне, в принципе, Земфира, конечно, очень спокойно, достаточно просто кукушку исполнила, но мне очень понравилось. Да, магнитофон. Магнитофон. Именно магнитофон. У меня был мафон. Гитара. Надо гитару доставать, нет? Что мне еще нравится? Какая песенка мне Земфиры нравится? Ромашки. Да, солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Я искала тебя. Я просто сейчас песенки листаю, и сразу же у меня это в голове. Слова. Мачо. Пьяный мачо. О, есть песня. Мне приснилось небо Лондона. В нем приснился долгий поцелуй. Мы что-то там держались там на... Я не помню слов. Кто же из нас первый упадет? Акула первый упадет. Я не стараюсь. Да кошмар. Если я буду стараться, то это все с ума сойдут. Кстати, кукушку можно сейчас открыть, посмотреть, какая там минусовка вообще. И какая кукушка. Причем тут кукушка только одна. Лай ла 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 лай ла 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 ла
Лай ла 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 лай ла 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 ла. Песен еще не написанных сколько. А чё мне не нравится? Мне не нравится? Да, конечно, мне не нравится, потому что вот оно так пошло. Ля пипец. Сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках камням лежать или гореть звездой. Звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Надо сначала слушать минус, а потом уже ты сможешь понимать, где вступать. Потому что я ж хер его знает. Тут нет уже вот этой штучки. Типа, сейчас начинаем. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле. В бою. Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме да с твердой рукой в строю. В строю. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Стрим падает. Печалька. Где же ты? А еще пролайкать она должна. В этом проблема, когда играешь на гитаре, все вот эти лалайки пропускаешь, и по итогу потом уже не помнишь, когда вступать. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь. Хорошо с тобой, да плохо без тебя. Голову и плечи терпеливые подплеть. Подплеть. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. У меня у акулы маленькая бонга. Вот так. Вот так. Вот так. Мы до конца дойдем. Сейчас еще раз будет. Вот так. Именно.
Вот именно. Там кто-то на кухне напек много блинов, но там нет никаких блинов. Вот именно, да? Нормас, уже не падает стрим? Ну хорошо. Хорошо, что он не падает. Да нормальный по итогу минус был. Просто я не там вступала, Олежа. Блин, а я не помню вот тут слова. Давай посмотрим. Ничего нет. Ну давай, блин. Попробуем сейчас. Лондон. А там не так было. Это отвратительный минус. Срань, все. До свидания. Мой любимый город, я почти попала в хроники твои. Не, все, с Лондоном. Лондон сегодня не наш. О, у нас есть веселенькая песенка. Ща. Вот, только надо подобрать еще минусовку правильную, подходящую. La 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 la. Мне не надо выходить, все хорошо, все замечательно просто. У меня акуля пляшет. Ла-ла-ла. Привет, ромашки. Кидайте деньги. Читайте книжки. Дурной мальчишка ушел. Такая фишка. Нелепый мальчишка, а я девочка с плеером. С веером вечером не ходи. Да ты не такой, как все, и не любишь дискотеки. Я не буду тебя спасать, догонять, вспоминать, целовать. Меньше всего нужны мне твои камбэки. Воу. Так прям высоко приходится брать. Прикольно, что в некоторых моментах вот этот вот голосочек добавлен. Привет, ромашки. Платите в кассы. Взрывайте шашки, его компашки летят с многоэтажек. Как стая ромашек, я девочка с плеером. С веером вечером не ходи. Да ты не такой, как все, и не любишь дискотеки. Я не буду тебя спасать, догонять, вспоминать, целовать. Меньше всего нужны мне твои камбэки. Воу. Не протру я ничего, да у меня подушка. Я танцую. Это акула поет. Все, вызывать санитаров. Она... Сумасшедшая просто.
Парам. Прикольно. Вот у меня на той кассете, которая была у меня первая, ромашки была, там была же кукушка, там же была искала, там же было что-то еще, не помню, что еще, какая еще песня была. Петь лень, но воображать охота? Ну слушай, ну я же нормально исполнила. Ну более-менее, ну насколько это возможно. У меня, кстати, все, голос уже это садится потихоньку. Воображать я всегда. Я прям мастер воображать. Вообще. Ну и все. Из Земфиры все. Что еще? Какой-нибудь Машу и Медведи. А? У кого что в голове всплывет сейчас? Необычно спела. Из-за того, что высоко уходила или из-за чего? Ну-ка, погоди. А, ну хотя чё годить? Ничего годить. Ничего не надо годить. О, погоди. Ща. Где у нас? Акуна Матата. It's wonderful day. Акуна Матата. Гореть? Чё гореть? Гореть? А? Куда? Это люмен? Гореть? А? Я устала петь. У меня просто чуть голос. Чуть с голосом уже беда. Потому что мало пою. Ну-ка, сейчас. Старая песенка. Ла-лай, ла-ла, ла-лай, ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла, ла-ла-ла-ла. Я Тимон. Под небом голубым. А, это, наверное, еще вступление. Ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла-ла. Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный. Сфейлила. А чё, сразу же второй куплет пошел? Ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любим. Кто светил, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Кто бьется головой в стол? Все, стоп. Ну, я просто вспомнила эту песню. Она мне очень нравится. У меня папа ее очень классно играет на гитаре. Просто божественно. Он вообще бог игры на гитаре и исполнения. Он безумно харизматичный мужчина.
Мы один раз дурковали, баловались, и он такой берет биту и в биту начинает петь, там дуреет вообще просто все, кто был в гостях, там чуть с ума не сошли. О боже, Игорь, еще, Игорь, вот так и было. А чё не нравится? Классная песня вообще, все. Оставить ее папе. Я не помню люмен гореть. Я даже... Я ее 300 лет не слушала ведь. Сейчас я минус послушаю. Я не помню. Кричать. Там его голосок идет. Да никто не слышит. Мне надо песню послушать саму. И подобрать по тональности подходящий себе минус. Жглись и потихоньку догорим. Да, сорян. Не смогу, Владоська, не смогу. Даже не буду стараться, не буду... Не буду мудохать никого. Ни себя, ни вас. Если я закрою рот, то я не смогу разговаривать. Вова, это же логично. Нет, что-нибудь давай легкое для меня, Владось. Если что-то хочешь, чтобы я еще пела, то легкое. Чего я точно смогу, потому что такие песенки, это все равно тяжеловато мне. Там, во-первых, и, если ты помнишь, и с гитарой был обсер, не мои аккорды, и с голосом тоже обсер. В чем сила, брат? Сила в братьях. Давай посмотрим что-нибудь. Час. Ща, блядь, патриотические песни, нахуй. А чё нету по этой? Ну, типа, вот есть по жанрам. По жанрам нашла. Сейчас что-нибудь рок откроем. Джей-поп или джей-рок. Джаз. Сейчас джаз. Ты много пиздишь, пусть другие думают. Да другим ничего не надо. Другие просто там. То Катя закрой рот, то еще что-нибудь. Все. То ты слишком серьезно все воспринимаешь, девушка. R&B. Хип-хоп. Рок. Рок-опера. Что такое осень? Это небо. Плачущее небо под ногами. Просто я сейчас просто это все читаю и это и начинаю мурлыкать. Надо тепленькое попить. Ням-ням-ням. О, боже, прикиньте, тут песня есть. Не ходи к нему навстречу, не ходи. У него гранитный камушек в груди. Уже хрипотца есть, да? Есть любимая песня, то и спеть.
А почему навязывать-то? Почему сразу навязывать? Может быть, просто я, например, все исчерпала лимит того, что может выдумать мой мозг. У меня уже что-то за ушами устала чутка. Да, я помню, что гранитный камушек я исполняла. Да много чего мы пели. О, прикиньте, Григорий Лепс. Но она не твоя, и твоей она станет лишь спустя четверть века. Это про квартиру, которую ты взял в ипотеку. Какой крохотный лимит? Нет, я просто не хочу повторять то, что мы, в принципе, там гитарные уже исполняли. Ну, как бы, я понимаю, что некоторые песенки я и так спела, которые мы на гитаре играли, но... Ну, не все, да. Тулула, тулула, ту-ту-тулула. В голове моей задула, да. Почти 3 часа болтаю. Ого, нифига себе, серьезно? Батарейка. Don't speak. О, веселые песенки есть. Типа трава у дома. О, боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так. Все. Я сейчас вот так по итогу буду петь вам песенки. О, Господи. Прикиньте песня «Потому что нельзя быть на свете красивой такой». Сядешь в машину, поедешь по серпантину. Я на самом деле же что? Я же болтуша, Владось. Ну что, ты же знаешь. Что у нас за сектор газа? Ну, хотя нет, сектор газа минусовки, я думаю, жесткие будут. Да, буду петь заголовки. О, из сектор газа моя любимая песня. Вспоминаю тот день, не забыть того дня, как друзей отшил, взяв вину на себя. Не, ну так тяжко, когда ты просто листаешь тупо, что есть в каталоге. Так, пройдет 10 лет. Лучше бы я наквасилась. Зачем, если я не пью? Зачем, если я не пью? Зачем квасить? После красно-желтых дней начнется и кончится зима. Горе ты мое от ума, не печалься, гляди веселей. И я вернусь домой со щитом, а может быть на щите, в серебре, может быть в нищете, но как можно скорей. Да, мы ее, по-моему, на гитаре смогли все-таки исполнить один раз. Один раз у меня не очень получилось, а один раз мы смогли. Может быть, пару лыжей упала бы. Куда? Куда? О, ну-ка. Лирику, сектор газа? Ну, давай посмотрим. Минусовку надо тогда только найти хорошую. Ну, я тогда лучше гитару уже возьму и это... И под гитару ее сама бы. По твоей заявочке, да?
Видишь, тут еще это их тональность, да? Сигарета мелькает во тьме, ветер пепел лицо швырнул мне, и обугленный фильм... А чё так быстро? Подожди. Все, меня это не круто. Сейчас все будет. Все. Лишнее снимаем. А что такое? Тебе не нравится моя гитара? Сигарета. Да. Где она? Мне надо слова себе открыть, а то я со словами-то могу запутаться. Чуток. Ладно, кто уходит, там пока. Кто не уходит, слушаем. Сигарета мелькает во тьме, ветер пепел лицо швырнул мне, и обугленный фильтр на пальцах мне оставил ожог. Скрипнув сталью, открылась дверь. Ты идешь, ты моя теперь. Я приятную дрожь ощущаю с головы до ног. Ты со мною, забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. Нас окутает дым сигарет. Ты уйдешь, как настанет рассвет, и следы на постели напомнят про счастливую ночь. А почему тебе надо поиграть просто без пения? Что, не нравится мое пение? Оно отвратительное, и лучше пусть я балакаю просто на гитаре. Ну давай. Эротичный лунный свет запретит сказать тебе нет, и опустится плавно на пол все твое белье. Шум деревьев или ветер ночной, стон заглушат твой и мой, и биение сердца, пылающего адским огнем. Со мною забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. Нас окутает дым сигарет. Ты уйдешь, как настанет рассвет, и
следы на постели напомнят про счастливую ночь. Твои бедра в сиянии луны так прекрасны и мне так нужны. Кровь тяжелым напором ударит прямо в сердце мне. Груди плавно качнутся в ночи. Слышишь, как мое сердце стучит? Два пылающих сердца тела сольются в ночной тишине. Ты со мною, забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. Нас окутает дым сигарет. Ты уйдешь, как настанет рассвет. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. Вот так лучше. Вот такое лучше с гитарой исполнять, чем под минусовку, мне кажется, петь. Вот это относится, мне кажется, к Цою и к Сектор Газа. Но это лично мое мнение. Все? Нормально? Хорошо? Получилось? Более-менее? Кстати, да, я вот согласна, на природе, вот мы когда на работе ездили на природу, мы в пейнтбол играли. Я брала с собой гитару, и это было вообще прям бомбезно. Это было очень круто. Мы сидели все, я играла на гитаре, мы все подпевали хором. Мы очень много зверей тогда играли, ну сейчас не будем зверей играть. Не хочу просто авторские права, вот это всякая дичь, куски, блин, вырезать. Блин, на вчерашний стрим, к сожалению, всего лишь на одну песню. Я вот выбирала, смотрела, вроде не должно было ничего прилететь, а прилетело на Бурито и елку. Ни на что другое ничего не прилетело, именно на тот трек прилетело. Ну, я вырезала кусок, видео обрабатывается до сих пор. Не знаю, не хочется, чтобы были вот эти вот разделяй и властвуй на роликах, но как бы без этого никуда. Да, на природе все можно, там никто не стоит у тебя за спиной, это мой трек, я его там, все это мое, тебе запрещено даже кавер петь на это, нельзя, ай-яй, фу-фу-фу такой быть. Так, ну, коль я взяла гитару в руки, я не знаю, можете еще что-нибудь попросить. Я пока это причешусь, там все такое, это уши как сняла, так у меня все и это. Все и болтается, непонятно как там. Волоса мои. Лиса. Хватит за волоса! В какую сторону повернуть? Так ставить? Все, буду лохматая. Вот так буду сидеть, все, хватит. Блин, а я помните, как-то пыталась Maroon 5 песенку поиграть, но так и не получилось у меня. Girls like you, там несложные аккорды, там больше, наверное, сложности будет именно со словами, потому что там, ну, это все английский, это для меня. Ой, ты моя сладкий! Это хорошо. Спасибо, thank you very much, thank you, surprise room. Вот оно мое, ня, Пикачу! Thank you. Я гриву поправляю, ты все забыл? О, ты меня сейчас засмущаешь. Да, вот такая вот фигня. Ня, Пикачу. У тебя не получается? А что, просто, наверное, что-то сломалось на алёрцах. Не знаю, что у тебя там произошло. Олежа, вспоминай песенку какую-нибудь, какую хочешь, пока я добрая.
М? Я могу шарфик сделать из волос, но это надо Владочку маленького, это он на такой падкий, на шарфик из волос. Гриву, в смысле волосы, вот, волосы мои, шикарные седые волосы, вот они, да. А завтра будет еще круче. А не завтра я посплю, все будет у меня вот так все будет. И вообще шикарно. У меня сегодня Влад такой спрашивает, ты когда краситься пойдешь? А, нет, когда краситься будешь? Я типа, мне еще далеко до этого. Типа, дома покрасься. А я не хочу дома краситься. Я просто, когда дома красилась, это все тогда в однотонном виде, а я хочу не однотонный вид. Я хочу, чтобы это было... Да, я хочу, чтобы это было многотонное. Это только в салон идти. Да, Вова, я седая. Ты же видишь? Вот это все красота, это все мои седые волосы. Я не знаю, вот мне 32 годика, я не знаю, в принципе, для моих годиков это страшно или нет. Вот, Вовочка, видишь? Вот она все. Вот она все моя красота. Это все седульки, волосульки. Это все нервишки, наверное. Мне теперь хочется, чтобы мне массажик поделали в головушке, просто поковыряться. Это так кайфово. Это прям так классно. За ушком почесать еще. И вообще шикардос. Так, я, может, что-нибудь сама вспомню. Я, наверное, ничего такого не помню. Что еще можно Какие у меня процы видюха? Видюха у меня 30-70, а проц у меня... А какой у меня проц? У меня проц i5. Короче, у меня проц стрёмненький. Мне надо обновлять. Мне по-хорошему надо мать и проц обновлять, потому что для моей видюхи у меня проц херовенький, скажем так. Можно просто проц подобновить где-то в районе 20-25 потратить, но потом в будущем все равно мне надо менять будет мать и следом за ней проц, поэтому я пока не знаю, что делать. Да, во-во. Да, правильно, Владось. У меня же в описании канала написано. Сейчас. Чё мы это? Купил недавно 12600К, советуешь? Угу. Цены вообще просто crazy. Прям я охерела от ценников. Я недавно смотрела, сколько моя видеокарта стоит. Это просто вообще... Куда? Почему? Вообще зачем? Как? Кто? Дичь. О, давай эту. Я очень люблю эту песню. И пофиг, что мы ее пели. Только сейчас надо как-то открыть, чтобы это было покомпактнее. Чтобы я могла не листаться. Хотя нет. По ходу дела буду листаться. А я не помню, там перебор или не перебор. Не листаться? Открыть две вкладки на две половинки экрана? Да ты какой молодец, вообще умный, безумный мальчик.
Давай сделаем так. Дублировать. Вот так. У меня же разные размеры мониторов. Вернее, не размеры. Хотя и размеры разные. Все разное. Я ж потом заблужусь. И чат надо мне. Чат. Открыть чат. Ой, да ты солнышко мое. Хорошо, я тебя поняла, Олежа. Я тебя поняла. Это сектор газа. Это сектор газа. Сейчас. Сейчас все будет. Наконец-то. Наконец-то, Олежа. Я ее, да, я пела ее, эту песенку, несколько раз, но ничего страшного. Да, перебор тот. Нет, не всем. Мы не все такие старпёры. Тебе не за 30. У нас расстроена 3-я струна. Поэтому секундочку. Сейчас я открою тюнер. Угу. Я думаю, что-то не алло прям звучало. Ага. Господи, у меня папа просто вообще божественно гитару настраивает всегда. Это прям отдельный творческий процесс. Так, сейчас проверим. Да, самовнимательность. С самого начала расстроена была. Но я вчера не откручивала этих. Обычно я, когда ее убираю, я ослабеваю струнки. Конец. Старпёрские посиделочки. Что-то, Влад, ты затесался к старпёрам. Во. Твой звонок раздался ночью. Я услышал в трубке голос твой. Ведь я его так ждал. Ты о ссоре позабыла. Ты о встрече попросила. Да, да, я и это знал. Пусть одежду ветер рвет, ураган пускай ревет, я по твоим соскучился губам. Наплевать на ураган, наплевать на злой туман, но я приду, ведь ты моя судьба. Злая ночь пугает тьмою, темный лес передо мною, да, я и об этом знал. Дико воют волки где-то, надо мне пройти все это, ад на земле настал.
сужаться ночью, но к тебе дойду я точно, знай, мне наплевать на все. Я пройду через туманы, твой язык затянет раны, больше не надо мне ничего. Чуть не сфейлилась. А вот сфейлилась. Наплевать на ураган, наплевать на злой туман, я по твоим соскучился губам. Пусть одежду ветер рвет, ураган пускай ревет, но я приду, ведь ты моя судьба. Недаром когти сгрызла. Ну хорошо, я рада очень. Так, что я хотела? Кстати, знаешь, на самом деле, вот мы вчера поиграли, да, сколько мы там сидели, побрынькали. Ну, в принципе, не сильно много. У меня сегодня не прям жестко пальцы болят, вот на удивление, более-менее нормально. Так, лучше бы я погуляла. Почему? Почему лучше погулять? Шерсть на микрофоне? Это не шерсть. Это ангелочек. Это черная чернушка. Черные чернушки вы хотите, если в глаз получить не хотите. Из какого мультика? Из «Мой сосед Тотара». Это черные чернушки. А это ангелок. А это собака. Собака писала, собака какала, собака села и заплакала. Вот эта шерсть, ты про нее, это чернушка черная. Ты не смотришь мультики? Ты до дыр эту песенку заслушал на заставе? Хи-хи, прикольно. А я смотрю мультики. Очень люблю мультики. Всем советую вообще. Всем советую мультики. Это очень круто. Да, чернушки еще в «Унесенных призраками» были. Они там уголек носили. Когда дед Камази печку топил, они ему подбрасывали. И когда она взяла у одного уголька, они все таки чик, потом на себя скидывали уголек этот. Прикольный вообще. Они, по-моему, еще в каком-то мультике были. Но, по-моему, больше их... Я не помню, где больше про них расписывалось. Мне кажется, наверное, одинаково, что в «Унесенных призраками», что в Тотара. Все, что могли позволить, маски срывал прочь, душу держал в неволе. Пусть на щеке кровь ты свалишь на помаду, к черту барьер слов, ангелу слов не надо. А мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы, темные твари, сорваны планки нам. Если нас спросят, чего мы хотели бы, мы бы взлетели, мы бы взлетели. Мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы, там на пожаре утратили ранги. Мы нету к таким ни любви, ни доверия. Люди глядят на наличие перьев. Мы не ангелы, парень. Сотни чужих крыш. Что ты искал там, парень? Ты так давно спишь, слишком давно для твари. Может,
пора вниз. Там, где ты дышишь телом, брось свой пустой лист. Твари не ходят в белом, а мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы, темные твари. Сорваны планки нам, если нас спросят, чего мы хотели бы, мы бы взлетели. Мы бы взлетели, мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы, там на пожаре тратили ранги. Мы нету к таким, ни любви, ни доверия. Люди глядят на наличие перьев. Мы не ангелы, парень. Скрипя и плача, лишь бы докукал взглядом, а как иначе, мелко по трубам в небо, не быть дороге, больно и глупо, но твари летать не могут, а мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы, темные твари. Сорваны планки нам, если нас спросят, чего мы хотели бы, мы бы взлетели. Мы бы взлетели, мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы, там на пожаре тратили ранги. Мы нету к таким, ни любви, ни доверия. Люди глядят на наличие перьев. Мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы, темные твари. Сорваны планки нам, если нас спросят, чего мы хотели бы, мы бы взлетели. Мы бы взлетели, мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы, там на пожаре тратили ранги. Мы нету к таким, ни любви, ни доверия. Люди глядят на наличие перьев. Репертуар создается потихоньку. А чё я за гуся поймала? Чё такого-то гуся я поймала в головушке своей? С вашими «мы не ангелы», тра-та-та. Бывает. Мне нравятся эти песни. Почему? Если бы мне песни не нравились, я бы их, наверное, не играла, да ведь? Я играю то, что мне нравится, я пою то, что мне нравится, как бы. Все, в принципе, музыкальные стримы я исполняла там в основном то, что либо я знаю, там, ну, либо кто-то что-нибудь там напишет, а я типа это когда-то давно там слышала, забыла или там не учитывала во внимании, потому что там никогда это, например, не играла, и мне казалось, что там безумно какие-нибудь дико сложные аккорды. Приветики, приветики! Да, самое сладкое пряня стримлю. Ты пропустил, но я сегодня была зайкой, лисичкой, чуть-чуть волком. Вообще все ушки сегодня носила, которые только можно. Какое одолжение сделать? Почему я должна делать одолжение? Что, расчесаться? Хвостик сделать, косичку заплести? Не пить больше кофе через трубочку? Или похлюпать? Подожди, сейчас я похлюпаю, чтобы тебя совсем разбесить. Черт, мне аж самой противно стало. Хотя нет, не противно, это же я делаю. Не оправдываться? Да я не оправдываюсь. Я говорю как есть.
Господи, ты что такой? Это неправильно, Вов, неправильно так говорить. Вернее, писать. Это очень некрасиво с твоей стороны. Если тебя это раздражает, ну, как бы не слушай просто такой момент. Не обращай на него внимания. И все. И тебя это не будет раздражать. Я ненавижу, терпеть не могу, когда люди чавкают. Но каждый день я слышу, как люди чавкают. И мне приходится это слышать. И это происходит рядом со мной. Практически мне на ухо. Мне хочется людям вилку просто в глотку воткнуть. Либо кусок хлеба, чтобы поперек встал. Но я стараюсь это не слушать и не обращать на это внимания. В противном случае можно сойти с ума. Сойти с ума от разлуки на час. Сойти с ума, вспоминая нас. Сойти с ума. Боже, какая старая песня. Прикоснуться к губам и прошептать: я тебя не отдам. Кто помнит, что это за группа? Это, по-моему, Рефлекс, да? Страшно? Страшно. Страшно, вырубай. На самом деле, один раз на работе мы сидели, еще на, черт знает, там, когда-то там, давнешней работе, девочка одна сидит, и она сделала себе, запарила кашу быстрого приготовления в кружке, и сидит, значит, ест ее, и она ест вот так, ну, потому что она, ну, чуть-чуть жидковатая, понятно, что она не прям такая густая, да, и ей горячо, и вот она вот это вот... Я говорю: Люба, я тебе сейчас кружку просто вот так вот протолкну туда, чтобы она тебе поперек глотки просто встала. Просто это настолько было отвратительно, что вот то, что я делаю в виде баловства, это вообще просто детская шалость. Я просто, Вова, тебя буду тренировать. Когда я буду видеть, что ты, ой, Вова на стриме, я просто беру сразу это. Блять, нахуй подавлю, сейчас еще умру тут. Все, просто страдай. Да нет, не буду я так, конечно, делать. Самой это бесит на самом деле. Но поприкалываться иногда можно. Ладно, с песнями на сегодня, я думаю, все. Да? И сейчас будет: разбежавшись прыгнуть со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. И когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потеряла. А можно, кстати, спеть? Да, убила кружкой просто. С головы сорвал ветер мой колпак. Я хотел любви, но вышло все не так. Знаю я, ничего в жизни не вернуть. И теперь у меня один лишь только путь. Я помню слова. Откуда? Откуда они в моей голове? Почему я их помню? Я последний раз эту песню черт знает когда слышала. Не знаю, откуда я помню слова. Будем прощаться, а? Будем прощаться. Тур-ту-ту-ту, тур-ту-ту-тур-ту. Я, кстати, сделала сценку на прощание. Чтобы не просто сразу там... С эмоциональными качелями у меня на сегодня все. Да. Надо отдохнуть будет завтра. Иначе в понедельник я, разбежавшись, прыгну с 3-го этажа своего офиса. Получается, на машину финансового директора прям прилечу, по-моему. Да. Мило някаю напоследок? Да. Ня-ня-ня, мя-мя-мя. И ня, и мя, и все.
Сегодня и помявкали, и понякали, и Пикачу было. Ня, Пикачу. А когда девочка будет, там будет чуть-чуть другое. То есть у меня настройка такая, до 500 рублей ня Пикачу, а свыше 500 рублей моя девочка, которая вот так делает со своими кудряшками. Ну, вот так она, по-моему, радуется. И там другой звук, я его специально записала. Не стала никакой там, типа, что пыталась из разряда там мемчиков у нас локальных, да, быть. Ну, вот я другой записала звук. Ну, потом протестируем. Услышите, увидите. Но это все потом. А сейчас я со всеми буду... На Пикачу сердечко остановилось. Давай еще раз, и оно снова запустится, да? Давай. Ня! Пикачу! Запустилось? Получилось? Надеюсь, что да. Последние деньги мне отдадут. Ну нет, все же люди разумные. Все. Исключительно по вашему желанию. Я никого не заставляю. Вообще. Никогда никого не заставляю это делать. Но мне безумно приятно, когда это происходит. Поэтому всем спасибо, кто сегодня сделал меня чуточку богаче. Все, давайте прощаться. Сейчас я переключу вам сцену. Вы напоследок посмотрите веселый мультик, в котором туру-ту-ту-ту, туру-ту-ту-туру-ту, туру-ту-ту-ту, туру-ту-ту-туру-ту. И потом всех так тыщ-тыщ-тыщ-тыщ охотники убивают. Ах, чешется глазик. Все, плакать. Сейчас пойду умываться и плакать. Еще раз всем спасибо. Сегодня было очень весело, очень круто. Немного фейлов, но мне понравилось. Не знаю, как вам, а мне понравилось. На этой прекрасной и волшебной ноте всем отличного вечера, кому-то доброй ночи и сладких снов, кому-то уже, может быть, доброго утра. До встречи на просторах интернета. Пока-пока. Thank you.